В тот день, когда вот этот произошел теракт в Израиле, ну, я просто делала что-то и спонтанно попала в эфирное пространство и увидела, как стоял на колени мужчина и просил у меня о помощи. Ну, это Мгм. просто наяву было. И, и его ударили по голове чем-то. Потом несколько случаев было, что я слышала, как кричат дети, когда их убивают. И они тоже просили у меня помощи. Моя цель помочь этим душам и помочь в борьбе добра с глобальным злом. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да? Что ты видишь? Ну, я вижу человека, который стоит на коленях. То есть это как программа. Она находится ментально, как с правой стороны, там, где ноги. Мгм. А там, где сектор магии, там как такая энергия, как полыхающее пламя, черное. Мгм. Так. Ну хорошо, Виктория, давай, как обычно, отсоединись от всех и всего. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве твое эфирное тело. Виктория. 1, 2, 3. Да, я себя вижу. Мгм. Так. Я вижу, и что удивительно, у меня какие-то, как будто бы в эфирном пространстве много человеческих глаз. Они вот так с правой стороны, там, где ноги, вот там, вот так по кругу идут. Мгм. Хорошо, Виктория. Считай твои эфирные ДНК, ты ли это? Да, это я. Мгм. Спроси у тебя разрешение потрудиться с тобой и для тебя. Я разрешаю и говорю, что я разрешаю э, помочь душам. Мгм. Что это за глаза, которые по кругу у твоих ног? Оно считывается, что они смотрят на меня и как-то как будто прилипли ко мне. Мгм. Они как считывается, что вошли в зону моего комфорта. Мгм. Я вижу, что это души тех людей, которые... э, вот я вижу, как их хватают, эти террористы. Мгм. А они смотрят на меня почему-то. Давай выбери кого-то, поспрашиваем, почему они смотрят на тебя. Ну, я вот этого а, Мужчина? мужчину, первый, который я услышала. Мгм. Сейчас я найду на физике, что произошло. Мгм. Посмотри, Виктория, это событие. Но я Да. вижу, что автомобиль. Я вижу автомобиль, открытую дверцу. И она пустая, Мгм. как-то кровь течет. Так, где этот мужчина находится?
Он вот там лежит лицом вниз, и он говорит, что его убили. Мгм. Я Сейчас мне интересно, как я его услышала. Почему он почему я услышала крик о помощи? Мгм. Я вижу почему. Когда началась война в Украине, я как будто бы частицу себя оставила, в земле, чтобы слышать, чтобы быть как сонастроенной, с человечеством. Я слышу, чтобы слышать боль. Мгм. Так. Зачем тебе это было нужно слышать боль, быть сонастроенной? Я слышу, чтобы не предать себя, чтобы остаться человеком. Мгм. Так, и через эту частицу ты почувствовал Через этого мое мужчину? сердце, да, через Мгм. мое сердце. Так. Так, и этот мужчина через эту частицу обратился к тебе? Я его услышала. Мгм. Я слышу миллионы других. Мгм. Они попали в западню. Души? Да, Мгм. я слышу, что они попали в западню, почему-то идет, устроенную Путиным. И в секторе, магии от, этого человека, и идет вот так в сектор магии, а, там такая, как, черная, петля считывается. И там звучит, как, ловушка Путина. Мгм. Так, где находится? Ну, хорошо. Этот, значит, Путин находится в секторе магии. Приказом ему проявить согласно его физической ДНК. Проявляется, как будто бы вырастает из, такого, вижу его портрет, как будто бы с него вот так выходит такое, чудовище. Мгм. Так, кто это чудовище? Приказывает этому чудовищу называться, кто он такой. Он весь черный и горят глаза, какой-то огонь. А, Считывается как эгрегор терроризма. Мгм. Так. Так, приказываю этому Грегору отвечать, что он делает в пространстве, не знаю, в Ну, пространстве получается, что человеческого. через этих душ, через эти глаза, через этих Мгм. душ, этот эгрегор как будто получается в моем пространстве, в секторе магии. Мгм. Так, ну хорошо, приказывай этому эгрегору отвечать, что он делает в твоем Виктории пространстве. Он говорит, что он отрывает, он вот эти души, которые как будто прилипли ко мне, чтобы ищут спасения, он их так отрывает, как будто бы хочет, ну они как будто бы приклеенные, а он их так отрывает. Мгм. И говорит, что он хочет их сожрать, что он питается с страхом, Мгм. ужасом, страхом смерти.
И так себя как будто по животу гладит, как будто бы он нажрался. Мгм. Так, кто хозяин этого эгрегора, приказывая самому главному проявиться согласно его эфирным ДНК? О, вот это Ленин картавит. Мгм. В этой кепочке блатной. Мгм. Тоже питается. М. Поправляет эту, гопневскую, ну, немножко он Кепка. же Ну да, гопник, это да. кепочка, да, такая. Мгм. Он поправляет и говорит, что его труп требует пищи. Мгм. Я вижу, что в мавзолее находится портал, и он там, это привидение Ленина ходит там. Мгм. Он как, вампирическая сейчас пошла это, как конструкция какая-то. Ам, он говорит, что, топи, ну, как топи болот, Мгм. что он стоит на топе болот, и там этот открыт портал. Мгм. Так, кто хозяин этого портала, приказывая проявиться самому главному? Появляется в секторе магии, вот так, связано с этим, э, э, вот этот, Сталин и еще другие люди. И говорят, что они узаконили, учредили, Мгм. говорят, престол. Престол, и они так упали на на колени и как будто бы молятся. И там такое все пылающее, вот где этот мавзолей, и там как будто человек, как будто бык или человек, как-то в одном. И оно вот так растет. Мгм. Что это за Они человек? М. они вы М. это не человек, это Сущность. считывается как дух Люцифера. Они его вызвали. Сейчас я посмотрю, что они сделали. Каким образом они это сделали? Где Я главная вижу, зацепка? Мгм. что они делают, какой-то ритуал. Они, в сердце бьют ножом, а, какого-то человека, убивают, а потом, они называют это Грааль, кровь, с этого человека. И они все в крови, и они пьют эту кровь. Я не знаю, это на физике или это в эфирном плане. Я вижу, М. что они принесли, в жертву, ни одного человека. Они их вот так как-то веером разложили, кругом. Вот так Мгм. вот. Ногами внутрь этого круга, а головами, вот так, наружу. Мгм. И, вот этих людей они привязали, говорят, к престолу, сатаны, противника. А этот престол находится как будто бы так высоко, как будто в небе. М. И такие вот нити привязаны, как будто бы нити, и там вот это чудище, вот этот Ваал, бог войны. Мгм. Так, а вот эти Он питается м, душами, душами уже живых. так, этим ритуалом они открыли этот портал, получается? Этот Ленин говорит, он говорит, что они приняли резолюцию,
резни, резолюцию резни. Мгм. Это вот эти люди, которые... Эти а, революционеры, типа эти чекисты, да, мгм, они открыли террор. Они открыли этот портал, мгм, и вот этого главного террориста, Ленина, шизофреника, они положили. Э, я слышу, что они оживили этот портал. мгм. Так, а вот эти, кто умер, вот эти, кто лежали, где находятся эти души этих людей? Они, создали, я слышу, звездочку, эту звезду, порочную звезду, на которой держится этот, портал, который превозносит как в небо этот черный дух. Он вот так, выходит с этого портала, прямо как будто бы из-под земли. Там такая как будто бы, туннель какой-то, пустоты какие-то вот под этим, а, мавзолеем. Мгм. Ну да, Там там, да, какие-то зиггурат. какие-то эти штуки. Так, вот эти люди, которые умерли, где души, в каком пространстве они находятся? Они вот так, как будто кружатся между небом и землей. Они, они говорят, что, у них как будто бы сердце вот так проколото, и Мгм, их сердца как будто бы на таких, кинжалах находятся. мгм. Можем с ними поговорить? Они говорят, что их 12, и они говорят, что, они каждый как будто, я слышу, колено Израиля. Вот это мне М, непонятно. мгм. Как они связаны с коленом Израиля? Спроси у одного кого-то, почему он... Сейчас я считаю М, сама. Да, хорошо. Они страдают. Мгм, Израиль, это считывается как, э, души человеческие. А, Бог мгм, называет, как бы все человечество называет всем почему-то Израилем. мгм. А что означает это слово Израиль? Любимец. Мгм, Я слышу: любимец, возлюбленный Творца, живущий по конам жизни. мгм, И я вижу, что почему-то вот так как-то идет. Ну, для меня это непонятно, почему это так. м. Каждый человек из этих, он имел какую-то генетическую связь с коленями Израилева? Нет, на них наложили проклятие. М, Ритуал. Да, на них наложили, проклятие, и, э, я вижу такой серп, Мгм, как будто бы каждому этому человеку распределили, роль, как бы перенесли его, генетическую память, из этого рода, из этого колена. И, вот этот серп, и они как будто висят на этом. Вот так идет этот серп, мгм, а с этого серпа так, такая, как веревочка,
на конце нож, который в сердце. И вот этот человек болтается. И так вот все. Мгм. Это переброс с кармы. Я Мгм. слышу на Иудею. А что такое означает Иудея? Мгм. Оно считывается чистый сигнал. И вижу такие вспышки, вот так, как пульсирует сердце, как будто. А я слышу, что Иудея — это душа Израиля. Мгм. А Израиль — это и символизирует всех людей. Я слышу шалом, мир. Мгм. То есть Да. это не принадлежность национальная, а это как состояние сердца, души. Так, хорошо. Вот эти люди, которые там висят, там ви понимают они, что с ними произошло, что их принесли в жертву? Ну, вот этот Василий, который там, я смотрю на него, Мгм. он был радостный, и он радовался. Я вижу, что его схватили, когда он шел. Ну, какой-то беспечный был, спокойный. Мгм. Сейчас а, его душа, вот там, вот этот, он как будто застыл, и все эти люди как застыли, как будто я слышу, в трауре. То есть вот эти ужасные энергии, как Мгм. будто бы раздирают их. Вот именно тогда, когда вот именно в сердце, удар в сердце, а их души вот так спроецированы, я слышу, по земле. Вот, вот такая конструкция получается. Мгм. Здесь вот эта черная вся энергия, то есть она над землей, как бы в земном пространстве, в нашем трехмерном. А под землей, в этом черном пространстве, то проекция идет наоборот, где их души, они распластаны вот такие, как лепешки, и тоже по такому кругу. И эта вся конструкция удерживает вот этот портал, из которого выходит этот дух а, Мгм. Ваал, ну, дух в- Люцифера, в общем. Люцифера, да. Мгм. Так. И говорится, что они открыли глаз преисподнюю, какой-то глаз, вот этот портал. А, Мгм. Дела человеческие под полным управлением Люцифера. Так. Можем ли мы помочь этим людям, чтобы они отменили эти позволения убивать их? Сейчас я передаю информацию этим, вот этому первому, который М, я, Василий этот? Василий, это да, услышала его. Мгм. Э, Я ему передаю, что чтобы он выходил из этого пространства, что э, информацию о наших сеансах, и Мгм. что я его люблю. Я говорю, что я его мать Мгм. почему-то. Я его вот так держу на руке, а он вот так лежит, как будто бумажный такой, Мгм. плоский. А я ему передаю, что его душа чистая и живая, и пусть он карму за это насилие, за магию
и отдает его насильникам. И почему-то я вижу эту трубку этого Сталина, и М, как пепел высыпался из этой трубки. мгм. Хорошо. А этот Сталин сказал мне, когда из трубки высыпался этот пепел, он говорит, фантазерка. А я вот так рукой ему и говорю, врешь. И он быстро, вот этот дух в нем быстро уменьшился. Мгм, А этот человек, он стал такой объемный мгм, и восстанавливается. Считывается, что он восстанавливается, но я вижу, как его миллиарды частиц, которые рассыпались во времени и в пространствах из-за этого ужаса, они быстро-быстро собираются все вместе вокруг этой частицы, которая на острие ножа, его мгм, божественная частица. И этот нож вот этим колдунам просто как в сердце. Карма пошла. И началась эта, я слышу, кровавая бойня. мгм. А что это такое вот в секторе магии? Что это за кровавая бойня началась? Что это такое? Они кричат, эти колдуны, которые находятся в секторе магии, что они убьют всех, короче, там какая-то Мгм. среди Хорошо. них М, началось это все. мгм. Карма. А вот эти начали души, вот так как этот выходит и Да. за собой вот так поднимается вверх и тянет за собой других, потому что все как будто связаны. И Мгм. я передаю информацию всем и говорю этому, ам, Василию? нет, Эти этому всем. Ленину, А, который это. считывается почему-то как Путин. Я сейчас смотрю, почему Путин, и я, ого, какой кошмар. Короче, этот Ленин лежит, и он встает, ходит там, Они там вместе. Мгм. а вот этот у него пиндер, он считывается как Путин. То есть дух этого шизофреника Ленина, М. он как бы вошел в этого э, Путина. То А есть что Путин как значит? бы выполняет его э, эти идеи, которые у него были, эти мировая революция, а на самом деле переворот. Все, весь мир перевернуть вверх Мгм. дном. Вот. И там, где вот этот мавзолей, там такая, извиняюсь за выражение, ну, оно считывается так жопа. М. Мгм. Вот. Так. Так, вот этот Ленин. А, ну, я как тоже как часть человеческого сознания приказываю ему, его системе убрать его воздействие, его эти ритуалы. Он нарушает законы Первотворца, пусть получает карму. И я вижу, что он тоже находится, как я, как часть человечества, в моем тоже пространстве, а я вот так наклоняюсь и беру у него вот эту директиву, ам, вот этот террор, Мгм. директива на террор. И я смотрю на это все, и я вижу, как там открывается портал. Просто вот так начинает свечение быть. И я вижу, как эти души, которые там, они выходят. А я разрываю эту директиву и спрашиваю у этого Ленина, готов ли он принять, на себя всю карму. И он вдруг сгинается, вот так согнулся и держится за этот пиндер, который Мгм. считывается как Путин. А Сталин убегает.
почему-то. Заморозь его. Он почему-то убегает. Я спрашиваю: "Куда это он убегает?" Мгм. А это шапка его, с козырьком Мгм. и со звездой с этой. У него как будто кремлевская звезда вот эта, у него на шапке. Мгм. На этой кепке или как Да, она? Мгм. ну, у него военная такая А, какая-то. мгм. Так, чего это он убегает? Там такой черный портал, и он говорит, что, а, он не готов умереть. Я ему передаю, что, он, отравил, я слышу, отравил, миллионы, я говорю, разумов. Мгм. И он отобрал, жизнь у миллионов, и он должен принять карму. И вот так я как-то отпустила такую энергию, и оно вот так пух, как резинка, к ним это, а я поднимаюсь вверх. Мгм. И я, когда поднялась вверх, то есть, я вижу, что вот этот, эгрегор терроризма, он был, вот так, как будто трубочка такая, знаешь, а сейчас он как мешок вот так развязался. Мгм. И я передаю каждой живой душе, которая там находится и подпитывает этот, эгрегор, я передаю всю любовь Первотворца и материи жизни. Мгм. Передаем алгоритм освобождения, информацию, что они могут по их воле освободиться, отказаться, питать этот эгрегор и отдавать карму всем колдунам, насильникам, гипнотизерам, провокаторам, каждому по их делам. Я вижу, как там, я слышу, включается секира. И вижу, как, такая большая секира, как у этих было, слышу, Палачей. как у Мгм. палачей. И она вот так рубит, 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 отрубает, этих, как привязки, к этим душам, а души освобождаются. И я вижу их животы и пупки. Живот. Да, это М. символ жизни. Я передаю им всем информацию, любовь, жизнь, гармонию. И Мгм. также я там что-то ищу. Я ищу тех людей, которых я услышала. Я слышу пылающая девочка. Мгм. А, Хорошо. Она вот так ее сожгли. Я спрашиваю, это она просила о помощи? Да, она ни в чем не виновата. И ее как будто бы вот так засосало от ужаса. Вот такую, как в прорубь, такая вот энергия. Мгм. И я ей передаю, что я ее очень люблю, и чтобы она выходила оттуда, что она ни в чем не виновата. Пусть она этот весь огонь передает ее мучителям. Мгм. Также я хочу поговорить с этими террористами. Мгм. О, Кто там главный из этих террористов? Приказы Я вижу, правительства. что они вот так стоят с автоматами и начали кучковаться, когда меня увидели. И там вот они как будто бы с автоматами. Я Мгм. слышу Калашникова. Мгм. Вот. А этот демон, как ваал, стоит среди них, как в портале. Мгм. Я спрашиваю, где те люди, которые в заложниках. Приказываю им, а, я слышу, что я обращаюсь через них,
у них как будто нет уже живой души, у этих террористов нет ничего живого. Они просто как будто Биороботы. м, нет, они как угольки, просто какой-то, считываются как сожженный уголь. А я обращаюсь не к ним, потому что у них нет ничего живого, к чему бы можно было обратиться. Они потеряли свои души еще живьем, сожгли их. Я через их каналы обращаюсь к их матерям почему-то. Мгм. Почему? Потому что у Ну, них на уровне физики ближайший. осталась связь с родственниками, и родственные какие-то связи остались. И я обращаюсь к матерям, чтобы они образумили их сыновей, чтобы они это приказ отпустили всех заложников, которых они удерживают в физических тюрьмах, а также эти тысячи и тысячи детей украинских и этих заложников в Израиле, которых они взяли в плен. Я М. всех призываю, этих заложников, вернуться к своим, а, обратиться, успокоиться, вернуться, почувствовать себя и поставить себе за цель вернуться домой М. живыми и невредимыми. А Знае этим душам, которых М. убили, я передаю информацию и так рукой говорю: "Выходите, выходите". А ты вот так стоишь и держишь, как этот мешок, этот портал, э, этот эгрегор. Мгм. Передаю им информацию, призывая отдавать карму, отказываться принимать насилие и выходить в светлые пространства. Я вижу, как эти души, как глаза, они вот так превращаются в людей и Мгм. как бы отцепляются от меня. Они вот так делают, и я передаю информацию, чтобы они понимали самые высокие пространства, все души, которых захватил терроризм, от сотворения этого злого мира и до сегодняшнего дня. И пусть все души покидают хранилища, где их там хранят, Мгм. пусть растворяют свои тюрьмы и выходят на зов. Зови их. Зову их наверх, подаю каждому руку, чтобы они видели, ощущали. И в этот момент из сектора Первотворца вот такой луч света вот пух пошел в этот портал и пробил эту темницу. Мгм. И люди по этому лучу начинают подниматься вверх. Я им передаю информацию, чтобы они прекращали отдавать свою волю, свою энергию и подчиняться агрессии этих извергов. И пусть отдают карму, пусть отвязываются от этих эгрегоров, возвращают все частицы их душ. Они как будто бы ищут, как будто бы собирают Мгм. с этих каменных темниц. Я передаю, чтобы они возвращали все искры их жизни в единое целое, и как светлые божественные души поднимались в божественное пространство, где отдыхают души, и прекратили питать этот эгрегор терроризма. Мгм. Пусть они уходят в верхнее пространство, к первотворцу жизни, гармонии. Я вижу, как рушится этот эгрегор.
Вот Мгм. это на этих 12. Я приказываю этим колдунам, которые создали этот зиккурат, немедленно получить карму, убрать от нашего человеческого разума их грязные лапы, все колдовство Воздействие. пусть Мгм. принимают к ним же, применяют. Карму никто не отменял. Мгм. Приказываю эгрегорам, сущностям антимира убрать их воздействие, их время закончилось, их власть закончилась. Люцифер проиграл и признан виновным. Пусть они все забирают все их воздействия, принимают карму и отправляются туда, откуда они пришли. Я вижу, что Израиль — это, я слышу, последний оплот чего-то. Мгм. Чего плод последний? Я вижу, что этот зверь, он напал на Украину, начал терзать, а потом голову поднимает и видит, как сияет Израиль. Он вот Мгм. такой шар с этой звездочкой синей. Мгм. Он сияет вот так. И он голову поднимает, и вижу, как он когтями вот так бросается на Израиль, а хвост его тянется, как в этот мавзолей. Вот Мгм. оттуда этот зверь выскочил. И он цепляется, вот это пространство, как шар такой, считывается Израиль, дух. Он поднимается вверх, а этот зверюга скользит, он не может прокусить. Он вот Мгм. так скользит, и потом падает, как шкура такая. И я слышу, как ты сказал, он проиграл. Мгм. А души все поют и выходят. Я передаю каждой живой душе и каждому живому человеку, чтобы каждый живой человек обратился к своей душе, хранилищу высших божественных конов жизни и высших принципов жизни, Мгм. чтобы каждая живая душа, каждый человек своим сознанием выбирал жизнь, справедливость и таким образом проголосовал м, за Икона жизни, первого законы Творца жизни жизни. Первотворца, Мгм. и таким образом прекратится эта воля дьявола на земле. Мгм. Распространяем информацию по всей земле, душам, иконы Первотворца и призываем выбирать жизнь ради жизни и гармонии всего человечества. Я вижу, как я беру вот эти души, которые вот так беру их, поднимаю и Мгм. отпускаю, и они летят, как ангелы. Сначала маленькие, а потом увеличиваются. Мгм. И Хорошо. я слышу мир Израилю, сила Израилю. А Израиль — это не просто страна, это, я слышу, символ человечества, живого человечества. И кто как относится к Израилю, тот так относится к человеку. Тот, кто проявляет человеконенавистнические, демонические э, демонический дух, тот негативно к Израилю относится.
Мгм. Потому что это как показатель человечности человека. Это символ. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Так, посмотри в личном пространстве, как ты сейчас выглядишь. Есть ли там в личном твоем пространстве еще что? Я вот так руками как-то вот так делаю и говорю, что в моем личном пространстве не будет порядка до тех пор, пока не установится порядок на земле. Мгм. Понятно, да. Я не могу успокоиться до тех пор, пока будет такая несправедливость на земле. Я не могу быть спокойной. Мгм. Аналогично. Так, что, Виктория, ты еще хочешь сделать по отношению к этому событию, душам, которые просят тебя о помощи? Я вижу, что я говорю, что я им как будто отдаю свое сердце почему-то. А сердце это, я вижу как искры такие, любовь. И эта энергия к ним приходит, и я как будто бы их развязываю. Они как будто бы там привязаны в этих ситуациях жутких, а я их отвязываю. Я отпускаю каждую живую душу, передаю им информацию, чтобы они оставались сильными и сопротивлялись этим злым духам. Эти злые духи– это ничто, это иллюзия, это миф, который нужно разрушить. Там никакой силы нет. Вся сила в духе человеческого сердца, любви и гармонии. Мгм. Хорошо. Распространяем любовь, жизнь, свет, истину. Да. Я вижу, как я взмахиваю крыльями как будто и поднимаюсь вверх. Мгм. Приказываем всем структурам, которые питают эти войны, человеконенавистничество, приказываем им убрать их невоздействие. Пусть получают карму согласно конам Первотворца. Я к Приказываем этим убрать всю ложь. да, Мгм. обращаюсь к этим боевикам и показываю ту преисподнюю, вот которая горит огнем, и они с ужасом туда смотрят, и я им приказываю немедленно отпустить всех заложников, Мгм. потому что их жизнь, жизнь их души зависит от, Ихних решений. да, и зависит от того, как они послушают голос разума. Я передаю им, что они могут вернуть по всей цепочке назад всю карму истинным устроителям этого террора, Мгм. потому что весь терроризм вырос из этого болота, из чекистской мафии. И пусть отдают этой мафии. И вижу вдруг, как эта звезда красная Мгм. будто как-то скукожилась. А, да, я говорю ей: "Я тебя вижу". Все знают и должны сказать этого, правду. То есть это правда, что за всем стоит это, Люцифер, за каждым убийством. Если кто-то поднял руку на кого-то, то это он проявляет дух Люцифера. И пусть Люцифер получает, всю карму, а также каждый нападающий пусть получит карму немедленно. Каждый террорист пусть получит немедленно карму. Это Мгм. наша воля. Да. Обличаем виновников. Я вижу, что эти Да. души, которые вот они эти стоят, с этим, валом, эти террористы, и эти души, вот как шар такой,
Они все вместе вот так выходят оттуда. Мгм. Хорошо. Каждая душа, которая сопротивляется насилию, она свободна, и она не поддерживает этот, не питает э, своей жертвенностью этот эгрегор терроризма. Мгм. Мы Хорошо. подписываем приговор этому Ленину, Сталину и каждому, кто взял оружие для того, чтобы убивать человеческие невинные жизни, приговор кармы, немедленной кармы. Мгм. Приговор по конам первого Творца жизни, они Вот я вижу эту пусть несут. директиву, Мгм. которую я вот взяла почитать, вот обратно туда. А, М. Это мое решение и решение каждой живой души отдать карму каждому насильнику. Мгм. Это Отдаем карму. личная ответственность каждого живого человека восстановить гармонию и мир в нашем мире. Мгм. Я слышу, я уличаю зло. Мгм. Мы восстанавливаем коны любви, дружбы и гармонии между всеми людьми, между разными расами, нациями, родами и коленами Мгм. для общего блага и блага каждой отдельной души. Хорошо, Виктория. Мгм. Так, ну что, вот этот зиггурат, этот, где этот Ленин лежит, можем ли мы еще и разрушить его? Каким образом? Он сам разрушается. Я вижу, как из сектора магии идут такие секиры, которые его рубят. То есть включилась сила кармы, Мгм. вот, и оно так всегда работает. Человек, который поддает... Зачем они эти делают в Буче, в Ирпене, в Украине такие же зверства творили, как и сейчас в Израиле, для того, чтобы застать человека врасплох, для того, чтобы его душу захватить. Мгм. Вот. Но когда человек свободен, когда он сопротивляется, тогда его душа свободна. И я вижу, как этот человек, который вот там, этот Василий, первый, которого принесли в жертву, он как бы выходит из петли и встает с этой, он вот так с этой стороны был ментально, где правая нога. И он с петли вот так вышел, и Мгм. эта виселица вот как падает на этих колдунов, и вижу, как потянулась эта ниточка и, знаешь, как торочить, расторачивает свитер, да, Мгм. вот расторачивается вот так эта пирамида власти дьявола, которая в эфирном пространстве вот буквально торчит над этим Кремлем, над этим зиккуратом. Мгм. Хорошо. Передаем информацию, что происходит в России этих всем гражданам этой страны, чтобы они видели, что происходит на самом деле, призывая их отказаться от фашистской этой власти, отказываться питать ее и поддерживать. Да, я вижу, что мы как будто бы вот так выливаем из рук такую Мгм. информацию. Потому что каждый человек должен понять, что он ответственный не перед правительством, а перед своей душой и перед Первотворцом, от которого зависит жизнь божественной души. Мгм. Хорошо. И я слышу: да, нет, да, нет, да, нет. Выбор. Одни говорят да, и они вот в это светлое пространство, да, а другие говорят нет, и они уходят в этот портал.
нет, говорят, да, нет, да, нет. То есть как будто бы вот так вот разделяется, люди вот так разделяются. Одни говорят да и уходят вверх, а другие нет нашей информации, и они уходят в преисподнюю. А я слышу на погибель души. Вот это апокалипсис, да? Да, Каждый делает свой выбор. Мгм. Хорошо, Виктория. Отсоединяйся от этой ситуации. да. Вернись в твоем телу эфирному. Да. Мгм. Как ты выглядишь, посмотри. А я вижу, что вот это я, это убрала, потому что эти глаза, которые просили о помощи, эти души, они были привязаны, и эти привязки ушли. Э, Также с моей головы ушла эта привязка к этому э, эгрегору терроризма. Мгм. Так. Так. Мгм. Ну что, очищаю пространство. Я очищаю все мое личное пространство, Мгм. передаю каждой живой божественной душе. Вот я их слышу. Чтобы они все проявляли волю к жизни, к гармонии, процветанию и отдавали все воздействия на них направленные их обидчикам. Мгм. Хорошо. Наполняю все пространство светом, стираю со всех Мгм. информационных полей любые привязки и вижу, как над этим порталом, этот портал, он такой строгий был, такой плотный, а теперь он вот так вот расширяется, и эта звезда, которая там торчала, она вот так падает вниз. Мгм. Хорошо. Это призрак, я слышу, призрак Коммунизма. терроризма. Мгм. Но коммунизм — это Ну, как я они что сейчас ну, этот идеологию коммунизма заменили на идеологию какого-то патриотизма. Они каждый раз что-то новое выдумывают. Но факты говорят за себя, кто есть кто. разные обвертки, Да, идеология, ясно. Хорошо, Виктория. Мгм. Будем выходить? да, Хорошо. Спроси у тебя, все ли мы сделали для тебя на этом сеансе. да, я говорю, что облегчили мою душу. Мгм. Хорошо, Виктория. Ам, Так, еще раз посмотри, отсоединяйся от всех и всего. Да, соединяюсь. Мне уже хорошо. А то я вся дрожала, а теперь все хорошо. Я Мгм. чувствую спокойствие и удовлетворение нашей работы. Мгм. И Хорошо. свет. Мгм. Хорошо, Виктория. Я посчитаю от 1 до 3. Ты Да. выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.